Сегодня так вышло, что первый раз в этом году мы выехали на шашлык. Вот, значит, конечно, хотелось приготовить шашлык по рецептам, которые были найдены на ютубе. Многие люди, очень многие советовали, давали какие-то рецепты, очень вкусные, я надеюсь, рецепты. Но так как масса людей просила меня показать мой рецепт, ну, конечно, не мой рецепт, а тот рецепт, по которому готовлю я, то сегодня, в принципе, будем это делать. Значит, сейчас я немножко расскажу, но так как я порезал руку и, в принципе, мне немного больно, то сам процесс приготовления будет показывать моя супруга, вот, а я буду комментировать. Если кого-то что-то не устраивает, то, пожалуйста, перематывайте. Значит, мясо мы используем свиная шея, мы будем использовать лучок, вот, перец черный, соль и уксус, разведенный в воде, примерно 50 на 50. Потом еще мы будем поливать все это обыкновенным майонезом, для того, чтобы мясо было более мягкое. Хочу сразу сказать, что всех, кого не устраивает уксус, майонез и все остальные ингредиенты в моем рецепте, пожалуйста, это ваше личное дело. Это мой рецепт, я так кушаю шашлык и буду продолжать так кушать. Вот, все, кому интересно, смотрим, кого не устраивает по длительности, перематываем. Вот, ну что, все, я сейчас передаю в руки, можно сказать, ножик своей супруге. Она начинает резать. Мы смотрим. Нарезаем довольно-таки крупными кусками, как я уже говорил в первом своем видео. Кстати, можете его посмотреть, я дам ссылку на это видео под данным видео, то есть как именно готовить. Потому что я сегодня не планирую показывать процесс поджарки, но хочу опять же сказать, что куски мы режем. Даже покажи, какого размера должен быть кусок примерно. Вот такого вот размера делаем куски, да, где-то на пол ладошки, для того, чтобы мясо не высыхало на огне. Вот. То есть мясо как бы покрывается сверху корочкой, а внутри оно запекается. То есть сразу кладем на большой жар, держим секунд 5-10 и сразу же переворачиваем. Вот, то есть мясо покрывается корочкой, а внутри оно мягкое и нежное. Ну и, конечно же, куски большие, для того, чтобы они не высыхали. И шея, потому что это мягкое мясо. Да, и вот супруга подсказывает, шея, потому что это мягкое мясо. Вкусное. Очень вкусное. Вот эти какие-то маленькие, а ничего. Ну-ка покажи, какой кусок, ты уже сказала, что маленький считается. Вот такой как-то маловатенький. Вот тоненький, видишь, получился. Ну еще я его как-нибудь скомкаю. Будет неплохо, по-моему. Скажи ощущение, как ножик режет. Отлично. Ножик неточный еще вот с прошлых разов, как я ложки резал им. Неточный, неправильно, ничего с ним не делал. Вот это тоже маленький, да? Какой? Вот этот? первый, да. Вот этот очень маленький кусочек. Ну да, подсыхать должен. Ну ничего, если где-нибудь с краешку повесить, то и нормально будет. Да, так на это и рассчитывается, что с краю он будет висеть. Такие я люблю бочоночки. Ну, вот эти маленькие тоже по краям повесим. Ничего страшного. Так. Берем перец. Закончим. Конечно, перец лучше свежемолотый. Перец лучше свежемолотый, но не подумали, не взяли, думали, что на даче будет, но не оказалось. Ну, ладно, уже и такой нормально будет. Теперь солим, конечно же, по вкусу. Добавляем уксус.
Мясо нужно немножко сжимать руками, чтобы оно как бы впитывалось, начало уже в себя рассол. И, собственно говоря, вот сейчас мы оставим мясо стоять на время, пока будет разгораться костер. Это где-то в районе не больше 2 часов. То есть все, вот перец, там, соль, все это добавляем по своему вкусу. Мы любим побольше. Да, мы Тут любим даже мало. побольше, мы любим поострее. Кто-то любит поменьше, это уже значения не имеет. В принципе, это, можно сказать, не мой рецепт, это, так скажем, шашлык по-советски, скорее всего. Потому что, насколько я помню, при Советском Союзе так делали шашлык почти все. Лук многие режут неправильно. Они режут его вдоль. Нужно резать вот так вот кольцами, чтобы лук был. Тогда колечки эти при одевании на шампур не будут разлетаться. Ну и в толщину режем лук где-то по, не знаю, миллиметра по 4 здесь. По 5 получается. Ну, в принципе, тоже это делается по своему вкусу. Кто-то кладет лук, кто-то нет. Ой, надо было майонез сначала. И тоже вот у нас с супругой раньше был спор, добавлять ли майонез в шашлык. Я всегда был противник, потому что я лично, когда сам готовлю, я никогда не добавлял. Она добавляла. И она настояла, и даже вот мы провели с ней эксперимент. Действительно, мясо получается более мягкое. То есть мы как-то сделали эксперимент, проверили. На один тоже шашлык половину сделал я без майонеза. Другую половину сделала она с майонезом. И те куски, которые были с майонезом, жарились на одном и том же огне. Вот даже на шампурах они были вперемешку одеты. Они гораздо мягче. Хотя майонез на первых порах начинает немножко подгорать. Но я думаю, с этим можно бороться. Даже не то, что я думаю, я знаю, что с этим можно бороться. Никаких в этом проблем нету. Вот. Добавляем майонез и также все это дело размешиваем. То есть я раньше был противником майонеза. Вкус он совершенно не портит, а наоборот только добавляет мясу какой-то, так скажем, пикантности. Мясо более нежное с ним становится. Сейчас просто лук раскладываем, нарезанный кольцами, и утапливаем в рассоле, ну, чтобы лук тоже пропитался рассолом. Вот скажи, Даша, у тебя сейчас рука жирная в мясе, в рассоле, в майонезе. Как ручка держится, Моры? Прекрасно. Не выскальзывает ничего? Нет. Мы ж не любим много лука. Это вот на любителей. Да, если вы любите много лука, то положите много. Нам вполне хватит 3 головки. Все, теперь накрываем крышкой и идем палить костер, готовить угли. Пока что становлюсь на паузу, все.